Новинка от Honor, которая оснащена AMOLED-дисплеем с технологией Always On Display, поддерживает динамические циферблаты, более 90 видов тренировок, постоянный мониторинг сна SPO2 кислород, уровня стресса и мониторинга сна, имеет приятный дизайн, качественные материалы, время автономной работы до 14 суток, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-браслету под названием Honor Band 7. Разумеется, Honor делает после Huawei. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели и есть ли значительные изменения от прошлой модели Honor Band 6, вы узнаете в ролике. Полетели. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой белой упаковке с названием и изображением модели, а также краткими характеристиками. Упаковано все неплохо. В комплекте мы имеем краткое руководство, сам смарт-браслет со съемным ремешком, зарядное устройство с двумя пинами, которое совместимо с прошлой моделью Honor Band 6. Заряжать смарт-браслет в подвешенном состоянии можно без проблем. Весит смарт-браслет вместе с ремешком 30 граммов. Габариты небольшие, 26 на 43,7 на 11,4 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи, нас там уже 14 тысяч человек, телеграм-канал скидок почти 90 тысяч и мой личный телеграм-канал, где я размещаю результаты тестов до обзоров и решаю с вами, что следующее выгружать. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, кроме февраля, в феврале раньше. И напоминаю, что 26 февраля у нас будет презентация Xiaomi с последующим розыгрышем Xiaomi 13 глобальной версии на моем канале. Перейдем же к смарт-браслету. Полетели. Поставляется Honor Band 7 в 3 вариантах расцветки. Выбрать есть из чего. Дизайн смарт-браслета лично мне очень понравился. Сочетание двух неброских цветов смотрится интересно. На мужской руке, как и на женской, смарт-браслет выглядит отлично. Ремешок выполнен стандартно из силикона, качество ремешка хорошее, запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. Крепление стандартное, ремешки с прошлой модели также вам подойдут. Корпус выполнен фитнес-браслета из полимерных материалов, сборка, как и качество материалов, на свою стоимость хорошая. При носке Honor Band 7 не ощущается, спать в нем, разумеется, комфортно, как практически во всех фитнес-браслетах. На корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Браслет может измерять пульс, кислород в крови, мониторить сон и уровень стресса. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, он не нащупывает, это хорошо. Пульс измеряется в ручном режиме, авторежиме, а также есть смарт-измерение для экономии заряда аккумулятора. Им желательно как раз и пользоваться, чтобы браслет дольше жил. SPO2 измеряется в автоматическом режиме, в состоянии покоя или вручную. Мониторинг сна и уровня стресса также работают перманентно, постоянно. Мониторинг здоровья показал себя отлично. Погрешность в результатах измерения есть, но она минимальная. Сон мониторит великолепно, как и все фазы сна. Также на корпусе есть физическая кнопка, люфт у нее минимальный. Она отвечает за включение-выключение устройства, переход к меню и возврат. Переназначить команду нельзя. Летим дальше. С фронтальной части у нас здесь находится слегка закругленный AMOLED-дисплей на 1,47 дюйма с разрешением 194 на 384 пикселя. Плотность пикселей 282 ppi. Рамки у Honor Band 7 в наличии, как и заметный подбородок. Цветопередача насыщенная, картинка четкая. Скроллинг довольно плавный, учитывая, что это смарт-браслет. Перемещаться по интерфейсу удобно. Яркости при прямом попадании света на экран с максимальной яркостью достаточно. Автояркости на борту нет, шрифт хороший, как и перевод. Время до отключения экрана максимум 20 секунд, чего по мне маловато. Также есть авторежим. Функцию постоянно включенный экран можно настроить до 20 минут. Always On Display на борту, что очень круто. Он имеет 5 различных стилей отображений и в целом выглядит хорошо. Вполне возможно, они еще с новыми обновлениями и новые догрузят. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает отлично, но при включенном Always On Display экран никак не реагирует на поднятие запястья. Надеюсь, это дело исправят. Функция для включения экрана нажатием на него в наличии, как и функция для выключения экрана, накрытия его ладонью. Установить пароль на смарт-браслет возможность, разумеется, есть, как и включить режим «Не беспокоить». По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Виджеты можно настроить под себя, что хорошо, а вот порядок приложений в меню настроить нельзя. В меню есть тренировки, пульс, SPO2, активность, сон, стресс, дыхательные тренировки, музыкальный плеер, с помощью которого можно переключать треки и регулировать громкость воспроизведенной музыки на смартфоне. Но загрузить музыку на сам смарт-браслет не получится, что неудивительно. Далее есть погода с расширенной информацией, таймер и секундомер
секундомер с возможностью работать в фоновом режиме, будильник, который можно установить прямо со смарт-браслета, завести можно до 5 будильников, фонарик и поиск телефона. Bluetooth-кнопка в паре со смартфоном OnePlus недоступна. Возможно, она доступна со смартфонами Huawei или Honor. Я даже в этом уверен. Также в меню есть бесполезный для нас Alipay, во всяком случае на данный момент. Bluetooth версии 5.0, что fail, тренировок на борту более 90 режимов. Honor Band 7 поддерживает также отслеживание плавания. Определение активности здесь есть с автоопределением бега, ходьбы, эллипса и гребного тренажера. Встроенного GPS нет. Шаги измеряются так же, как и в прошлой модели. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, а также есть оплата Alipay. Настроек для тренировок минимальное количество. Входящий звонок можно только сбросить или ответить заготовками. Свой быстрый ответ добавить нельзя. Вибромоторчик неплохой и хорошо, что можно настроить силу вибрации. Это прям очень круто для браслета. Уведомления приходят моментально, отвечать на них, к сожалению, нельзя. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики нет. Полный цикл зарядки занимает 1 час. В активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, но без АОДа, они проживут не более 6-7 суток. К слову, как и Huawei Band 7. За сутки в среднем уходит 15-17% заряда, если прям пользоваться браслетом. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер. Окунул я смарт-браслет в воду. По итогу с ними, разумеется, все хорошо. Плавать в них можно, мыться в них можно. Соль электронные устройства не любят, как и резкие смены температур. После бани в прорубь. Не надо. Приложение, к которому подключается данная модель, увы, не Huawei здоровье, а Honor здоровье. Но они практически не отличаются интерфейсом, что неудивительно. В приложении есть 4 вкладки. Основная — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых, конечно, мало, но хорошо, что можно установить любую фотографию на заставку. Есть один динамический циферблат. Возможно, с обновлениями список циферблатов увеличится. Далее есть настройка мониторинга здоровья, настройка уведомлений, будильника и погоды. Также есть возможность включить функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth. Работает это дело исправно. Обновить прошивку в приложении можно, но мне обновление за время использования не прилетало. Минусы: заметный подбородок, нет встроенного GPS, старый Bluetooth чип, нет микрофона, нет динамика. С включенным Always On дисплеем экраном при поднятии запястья экран не загорается. Как по мне, можно было бы добавить возможность выбирать, что будет загораться при поднятии запястья: АОД или циферблат. И нет настройки расписания работы АОДа. Но опять же, пока мне кажется, что это дело допилит. Нет Bluetooth кнопки для удаленной фотосъемки на других Android смартфонах, не отображаются смайлики, нет заготовок для уведомлений, и цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Разумеется, если промокода смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Надеюсь, 26 февраля придете на презентацию Xiaomi. Она обещает быть длительной, интересной. Разумеется, 95% устройств, которые они уже представят сейчас на глобальный рынок, я вообще обозревал в принципе, потому что все это было в китайских версиях. Но посмотрим, чем они нас удивят. Может быть, лояльным ценником. Плюс, напоминаю, Xiaomi 13 будет разыгран. Резюмирую. Honor Band 7 — упрощенная версия Huawei Band 7. Мне лично данная модель понравилась дизайном, мониторингом здоровья, ярким дисплеем, технологией Always On Display и неплохим временем автономной работы. Если сравнивать с Honor Band 6, то в новинке корпус стал слегка тоньше, незначительно поменялся дизайн, добавили технологию Always On Display и изменили дизайн иконок. Исходя из этого, сделаем вывод, что действительно супер весомых изменений нет, но если вы приобретаете браслет как новый, лучше, разумеется, покупать последнюю модель, там разницы в цене нет. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, знайте, вы помогаете проекту. Огромное вам спасибо за просмотр. Всем отдельное спасибо. Девайсу скромное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.